Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Юрия Медяника, и это Music Tips. Каждую неделю мы выходим в эфир для того, чтобы рассказать вам самое интересное из мира музыки. И для того, чтобы моим коллегам и друзьям поделиться с вами историями их исполнительского мастерства. Сегодня у нас в студии уникальный мультиинструменталист, частый гость концертных площадок не только России, но и всего мира, Аркадий Шилклопер. Аркаша, привет! Добрый день! Сегодня мы разговариваем о очень важной, базисной теме для каждого музыканта, который выходит на сцене. Это гигиена. Первое, друзья, никогда не играйте на полный желудок. Сколько должно пройти времени как минимум, после обеда? Как минимум час, лучше 2. Тогда у вас будет больше энергии, и вам не нужно будет напрягаться. Теперь тоже очень важный момент. Обязательно чистить зубы перед игрой. Именно перед игрой чистить зубы. Неважно, сколько раз вы играете в течение дня, но после каждого приема пищи чистите зубы. Получается, что даже тот самый налет на зубах, который может оставить еда или какие-то частички еды, они, безусловно, могут попасть, во-первых, в инструмент, и, во-вторых, это влияет на звук в том числе. Особенно плохо, если вы перед игрой употребляете пищу перченую или соленую. И эти все пищевые добавки, они ухудшают наши ощущения. Мы не чувствуем губ, мы не чувствуем сигнала, мы не чувствуем, как поток воздуха идет. Ни в коем случае не употребляйте ни лук, ни чеснок перед игрой. Это тоже все мешает нашим ощущениям. Но это касается выхода на сцену и непосредственно подготовки к выходу на сцену. Но у нас ведь еще есть подготовка долгосрочная. Как правило, очень многие музыканты как раз тратят ночь перед концертом на то, чтобы в последний момент что-то выучить, быстренько что-то там доучить. Нужно ли это делать? Нет. Нет, абсолютно бесполезное занятие. И мало того, за ночь до какого-то ответственного концерта лучше лечь пораньше. Какое минимальное количество часов для сна перед концертом? У всех по-разному. Ну, хотя бы 8. Ну, 8 часов, это понятно, что это такая стандартная, но кому-то надо больше. Я хочу спросить, ты очень часто летаешь через океан и, соответственно, джетлэг. Проблема для многих музыкантов. Джетлэг. Как ты с этим борешься? Сон, опять сон. То есть ты уже предпочитаешь ложиться спать по времени той страны, в которой ты приземлился, да, в которой будет концерт? Да. Пользуешься ли ты какими-то таблетками для сна? Нет. Пока нет. К счастью, никакими таблетками я не пользуюсь, но я использую беруши, что, в общем, для полетов очень важно, и для сна в каких-то местах, где шумно, и на глаза. Знаете, если вы видите Аркадия на сцене, значит, перед концертом он прекрасно выспался, почистил зубы, не ел соленого и, безусловно, в очень хорошем настроении выходит на сцену перед вами. Еще один момент, друзья. Курение, духовики. Забудьте вообще, что такое сигареты. Если не можете бросить курить, бросьте хотя бы покупать сигареты. Возможно, это первый шаг к тому, что вы прекратите курение. Это очень-очень вредно, особенно для духовиков. А если вы не можете прекратить курить, не можете прекратить покупать сигареты, тогда прекратите играть на валторне. Сегодня у нас в гостях был уникальный музыкант, мультиинструменталист, который играет на всех видах духовых инструментов, начиная от раковин и заканчивая сигнальными духовыми рожками. Но для того, чтобы не пропустить видео с уникальными музыкантами, которые, слава богу, мои друзья, подписывайтесь на канал, и мы обязательно с вами встретимся ровно через неделю в рубрике Music Tips. До встречи! С вами Юрий Медяник. Удачи!